Друзья, всем привет! Ну что, все бросились строить себе второй мозг или ИИ-систему, которая обычно помогает нам с рабочими либо личными задачами, ну потому что это действительно перспективно кажется. Но когда мы начинаем это щупать реально руками, здесь ощущаем натертость, здесь неоптимальность, но при этом осознаем, что там скрыта куча возможностей. Сегодня мы с вами продолжаем строить не игрушки, а рабочие системы и отвечаем на вопрос, а можно ли строить себе такую систему, которая, допустим, работает с внешним хранилищем Яндекс.Диском, но при этом работает предсказуемо и надежно. В прошлые разы мы с вами уже научились строить RAG-систему прямо в нашем и-агенте, разворачивали Wiki LLM, которая работает тоже мега надежно. А сегодня отвечаем на вопрос, если у нас где-то наш Яндекс.Диск, можем ли мы оттуда забирать наши файлы и перегонять в нашу RAG-систему, при этом используя современные технологии, то есть мы с вами будем это делать в какой-нибудь оболочке, сегодня возьмем опять Cloud, будем использовать и-модель по выбору. Ну и самое главное, ответим на вопрос, а можно ли это делать так, чтобы сохранять актуализацию. Например, какие-то файлы добавляются или изменяются в нашем Яндекс.Диске, и RAG-система держит актуальность, обновляет свои векторы и следит за тем, чтобы у нас всегда была верная информация. Чтобы в случае, если на нашем диске лежат наши файлы, включая сложные файлы, опять наш любимый гражданский кодекс, который мы часто используем как пример сложного файла, возможно ли сделать так, чтобы система всегда была в курсе всех новых и текущих файлов на нашем диске и могла отвечать на вопросы, что делать с компенсацией по ущербу от действий госорганов, используя RAG Яндекса, и планомерно и полно выдавала бы нам ответы. Ну что, такое интересно? С вас лайк этому видео, подписка внизу, оставляем какие-нибудь осознанные значимые комменты, чтобы это видео увидело как можно больше людей. И залетайте к нам в про-сообщество. Ссылка внизу, это платформа с бесконечным количеством материалов, по которым вы можете сделать крутой старт в искусственном интеллекте. Здесь есть крутейшие мастер-классы по Cloud, Антигравити, N8N и просто бездонное количество про-материалов и даже чат, в котором я тоже состою. Залетайте к нам. Помните, вот в этом видео мы с вами обсуждали, что в принципе нормальные классные системы, они hardness-агностик и модель-агностик. То есть нам не должно быть сильно важно, какой именно оболочкой мы пользуемся. Нам также не должно быть важно, какой моделью мы пользуемся, потому что завтра выйдет новая оболочка, завтра выйдет новая модель. Мы должны сохранять гибкость и уметь пользоваться ими всеми. Для сегодняшнего видео я буду использовать Cloud и модель от Anthropic. Но, кстати, в ближайшем будущем у нас выходят материалы по другим оболочкам и другим моделям, как мы делаем все те же самые манипуляции с данными, поэтому подписывайтесь. Мы тут говорим про автоматизации. Раз уж мы с вами используем Cloud, то говорим про него. Соответственно, нам нужно с вами дать Клоду несколько умений или навыков. Сначала нам нужно ему объяснить, что такое Яндекс.Диск и как с ним работать, каким образом туда загружать данные, скачивать данные, делать поиск по данным. Также Клоду нужно научить, что такое наш RAG, где наша векторная база, куда нужно сохранять векторы, которые получаются, когда мы берем файлы из Яндекса, делим их на чанки, векторизуем. Все эти знания должны быть заключены в навыках или скиллах для нейронки. Кстати, если вы плаваете в терминологии, вообще для вас загадка, что такое скиллы, команды, MCP-серверы, то в нашем мастер-классе по Cloud есть отдельная тема, поэтому обязательно проходите, будете все знать это. Помните, мы подобные манипуляции уже делали в N8N, то есть мы делали отдельную ветку, которая умела скачивать файлы из Яндекс.Диска, потом мы все это били на отдельные кусочки текста, чанки, и все это прокидывали в нашу Supabase, векторную базу, и потом делали на основе этого векторный поиск и получали контексты. Тогда мы это делали все под жестким ручным контролем, но так как теперь мы уже пользуемся оболочками, здесь можно делать все это с минимальным ручным участием. Для начала нужно будет чуть-чуть технических знаний, вам нужно будет сделать ваш Яндекс.Диск и получить к нему API-ключ, токен доступа. Кстати, все ресурсы, которые мы с вами посещаем, я оставляю в бесплатной телеграм-группе, туда тоже залетаете, там можно просто проходить по ним и следовать по моему пути. Так вот, у Яндекса есть отдельная страничка, куда мы должны с вами перейти, и здесь мы с вами увидим возможность создать приложение для доступа к нашим сервисам Яндекса по API. Мы должны будем выбрать с вами вот этот пункт, дальше перейти к созданию и назвать наше приложение, допустим, TS2, и выдать доступы. Дальше вы должны посмотреть, какие доступы вы хотите выдать Яндексу. Нам понадобится запись в Яндекс и доступ к информации на Яндексе. После этого мы нажимаем «Создать приложение», и у вас здесь появляется Client ID. Теперь единственное, что вам остается, это открыть вот эту ссылочку и проставить здесь Client ID, который вы получили в вашем кабинете. Все, как результат вы получите токен. Этого токена будет достаточно, чтобы дать доступ нашей оболочке к Яндекс.Диску. Теперь, так как у Яндекса довольно ветвистая API-структура, нам нужно нашу оболочку научить всем этим методам. Каким образом это делаем?
Мы нажимаем кнопочку Add, Upload Skill, и дальше нужно использовать скилл, который расскажет нейронке, что такое Яндекс.Диск, как им пользоваться. На просторах интернета можно какие-то скиллы найти, а я вам дам наш собственный скилл, который мы под себя разрабатываем. Его я тоже прикреплю в нашу телеграм-группу бесплатную. Залетайте, забирайте, там будет архив, который вы должны дропнуть прямо сюда. Прямо сюда его дропаем, он у нас аплодится, распаковывается, и теперь мы видим, что у нас тут есть наш скилл Ишенка Яндекс.Диск, который состоит из большого количества файлов, здесь аж 13 файлов, здесь много референсов, скриптов и текстовых файлов, которые объясняют, что такое Яндекс.Диск, каким образом все это разворачивается. То есть этот скилл сделан по лучшим принципам, которым мы следуем, когда делаем скиллы для себя. То есть тут есть фаза 1, которая сначала все готовит, разворачивает, а потом и дает пользоваться Яндекс.Диском. Прежде чем разворачивать этот скилл, убедитесь, что у вас в каталоге развернута структура, которую мы обсуждали вот в этом видео. По сути, она состоит из Claude.md файла, который рассказывает, что где у вас находится, потому что сюда новый скилл будет дописывать также новые инструкции, которые расскажут ваши нейронки, где искать все релевантное для Яндекс.Диска. После этого все, что нам потребуется, это вызвать команду Ишенка Яндекс.Диск, и после этого начинается инициация. Нейронка читает все инструкции и спрашивает у вас несколько ключевых вопросов. В какой папке хранилища держать интеграцию? То есть это каталог, который создастся у вас в хранилище. По умолчанию это Яндекс.Диск создается. С какой папкой на самом Яндексе мы будем работать? Я люблю делать так, чтобы у нас не весь Яндекс был доступен для нейронки. Я сделал отдельный каталог и говорю, это будет отдельная папка. Также у вас скилл спросит тот самый токен. Он у нас есть? Я говорю, да, есть, потому что мы с вами его уже получили. Дальше происходит много магии. Во-первых, в самом каталоге Яндекс.Диск у вас создастся Claude.md, который опишет, что такое Яндекс.Диск и каким образом этим пользоваться. Дальше у вас появится каталог скриптов. Так как Obsidian не может вам отображать скрипты, вы можете перейти в Finder, убедиться, что у вас каталог Яндекс.Диск. Здесь есть каталог скрипты, и здесь есть несколько скриптов, которые будут вызываться в зависимости от того, что вы хотите делать с Яндекс.Диском. Здесь будет временная папочка Downloads, вот она тут тоже в Obsidian видна. Здесь будут храниться временные файлы, которые у вас нейронка будет скачивать из Яндекса для векторизации. Потом у вас нейронка попросит положить прямо в этот же каталог новый файл .env, это обычный текстовый файл, файл переменных окружения, где попросит положить ваш токен, Яндекс.Диск токен. Вот мой файл .env, и здесь лежит Яндекс.Диск токен равно, и потом просто токен, который мы получили в нашем личном кабинете Яндекса. Все ваше ручное вмешательство закончено, нейронка дальше все делает абсолютно самостоятельно, прогоняет все тесты. Это все прописано в скилле. Вот я сделал специальную папку тест, где положил гражданский кодекс наш любимый, который лежит во внутренних папках. Здесь есть еще одна PDF-ка, договор купли-продажи. Есть еще сам Яндекс документ, который называется письмо бухгалтеру. Здесь запросы документов за второй квартал этого года. Делаем контрольный тест. Наш скилл уже развернут, доступы даны. Я спрашиваю, слушай, какие документы ты сейчас видишь в Яндекс.Диске? Отправляем. Нейронка говорит, смотрю, что лежит в подключенной папке. Разрешаем. Все за несколько секунд, так как у нее есть разрешение работать только с каталогом тест. Он говорит, вот здесь во вложенных каталогах лежит гражданский кодекс, вот тут есть док PDF, а также есть письмо бухгалтеру в формате docx и еще в обычном маркдауне. Круто, это именно то, что у нас на Яндексе. Итак, доступ к файлам у нас есть. Много ли в этом ценности? Вообще да, если мы знаем, что с этим делать. А мы знаем, потому что теперь эти файлы могут с помощью другого навыка держаться всегда в актуализации. То есть нейронка всегда может щупать, что у нас есть на Яндекс.Диске, смотреть, какие файлы там видоизменяются, либо добавляются, забирать их, временно скачивать, векторизовать, убирать эти временные файлы и потом отвечать нам на основе наших векторов. В прошлый раз мы обсуждали с вами отдельный скилл, который разворачивает RAG Pipeline, то есть обучает нашу нейронку всему, что связано с RAG, и который обучает векторизованные данные сохранять в нашу Supabase. У нас есть крутейший модифицированный скилл, который позволяет делать похожие вещи, но на основе Яндекс.Диска. Это скилл, который называется Ишенка Яндекс.Диск RAG. Он сделан на основе обычного RAG скилла, но обучает нашу нейронку делать несколько другие вещи. Вместо того, чтобы контролировать файлы на локальном диске, этот скилл обучает нейронку дергать Яндекс.Диск, проверять актуализацию, какие файлы добавились, изменились, удалились. Если какие-то файлы добавились и изменились, она заставляет нейронку скачивать этот файл, делить его на чанки, векторизовать по классическому RAG пайплайну и закидывать в наш Яндекс.Диск для того, чтобы потом делать векторный поиск. Чтобы нейронка научилась этому навыку, нам нужно загрузить скилл и вызвать его через Ишенка Яндекс.Диск RAG команду. И после этого у вас все пойдет по очень привычному сценарию.
сценарию. Во-первых, нейронка у вас просит несколько вопросов. Какая папка на Яндекс.Диске векторизуется? Та же самая, куда мы грузим файлы. Как мы называем RAG? Файлы с диска. Почему это важно? Потому что если ваша система усложняется, в какой-то момент вам нужно будет держать RAG локальный, то есть RAG pipeline, который работает с вашими локальными файлами. И в зависимости от вашего кейса вы можете работать с файлами, которые на вашем Яндексе расположены, либо с файлами, которые у вас лежат локально. Этот скилл учит нейронку этому, то есть она будет в курсе, что у вас может быть несколько RAG пайплайнов. Она ищет, что у вас Яндекс скилл установлен, и структура вся развернута. Спросит, какие файлы нужно будет доставать с вашего Яндекса. Говорим, что все эти файлы, да. Размер чанка. Мы все это обсуждали в прошлом видео, поэтому его тоже посмотрите. Там мы прямо по нюансам проходим, как этот пайплайн работает. Все, дальше вопрос техники. Нейронка начинает вам разворачивать всю структуру и апдейтить ваш CloudMD, вставляя туда инструкции про новые возможности. Теперь, если мы с вами откроем Obsidian, перейдем в CloudMD, проскроллим в самый низ, мы увидим с вами отдельную инструкцию для RAG пайплайна, для Вики, которую мы тоже обсуждали в прошлый раз, и для Яндекс.Диска. Где что лежит? Папка локально, Яндекс.Диск, она у нас есть, она у нас вот она. Папка на диске, диск-тест. И права токенов, которые мы выдали. То есть нейронка максимально подготовлена для того, чтобы делать все круто и точно. Кстати, если каких-то скиллов не содержится в бесплатной телеграм-группе, то в нашей платной группе на платформе всегда можно найти релевантный материал и там увидеть все скиллы, которые были характерны и связаны с этим видео. Очень удобно в навигации. А теперь мы видим, как два скилла у нас развернули инфраструктуру на нашем диске, то есть все у нас это содержится локально. По сути, все это набор файлов, текстовых файлов и каталогов, инструкций для нейронки, которые обучают ее делать все, что нам нужно. Создаем новую сессию и говорим: слушай, актуализируй, пожалуйста, Яндекс.Диск RAG, то есть посмотри, что там с файлами, нужно ли что-то заапдейтить. Отправляем команду, и теперь нам достаточно пользоваться всем этим, просто отправляя голосовые команды, потому что все, что нужно, мы настроили, нейронка знает вообще про все нюансы работы с Яндекс.Диском и с RAG. Буквально за несколько секунд нейронка говорит, что база уже актуальна, обновлять нечего, драйран прошел, вот все файлы, которые у тебя есть, они все завекторизованы, количество чанков, если хочешь, посмотри их в своей векторной базе. Теперь делаем контрольный тест. Я иду в свой Яндекс.Диск, открываю письмо бухгалтеру и каким-нибудь образом хочу его поредактировать. Допустим, добавлю здесь вопросы. Мастер-классы юрлицам. Вот вношу какую-то правку в наш Яндекс.Диск. И теперь, если я начну новую сессию и скажу: слушай, посмотри актуализацию Яндекс.Диска и RAG, отправляю еще раз. Теперь нейронка должна понять, что что-то изменилось в нашем Яндекс.Диске, понять, с каким именно файлом были произведены манипуляции и актуализировать чанки в нашей векторной базе. Один файл разошелся, письмо бухгалтеру docx, который мы только что с вами редактировали. Я хочу, чтобы вы понимали, каким образом это все происходит. Скилл научил нашу нейронку, помимо того, что теперь она умеет векторизовать файлы, она еще всегда держит файл актуализации, индекс CSV, где всегда прописывает время модификации тех или иных файлов. Каждый раз при новом пробегании нейронка сравнивает время модификации файла на диске и в данной записи. Если видит рассинхрон, она понимает, что с файлом что-то случилось, и его нужно перевекторизовать. Таким образом, она никогда не оставит протухшие данные у вас в базе. Это очень удобно и не требует вообще никакой вашей ручной работы. Ну что, у нас апдейт весь произошел. Мы видим, что конкретные чанки были сначала удалены из нашей базы, потом записаны заново для поддержки актуальности. И все, что произошло, у нас попало в наш Daily Report. Если у вас настроена система так, как мы обсуждали в одном из прошлых видео, то у вас нейронка обучена записывать все в daily репорты. Вы можете увидеть, что все, что происходило, он запоминает для того, чтобы потом делать ретроспективу, если вам это понадобится. Теперь нам осталось протестировать, вставить вопрос, что мы делаем с компенсацией по ущербу, используем RAG Яндекса. И теперь нейронка, так как уже знает все нюансы работы, вносить ей ничего не нужно. Теперь нужно использовать векторную базу для того, чтобы получать контекст и отвечать нам на основе этого контекста. Сразу же нейронка находит, где нужно будет искать верный ответ в Гражданском кодексе. Все верно. И сразу видим, что статья 16 «Незаконные действия. Убытки, причиненные гражданину, юрлицу незаконными действиями госорганов, местного самоуправления или их должностных лиц возмещаются Российской Федерации соответствующим субъектам». То есть именно то, что содержится на Яндекс.Диске в нашем файле. Ну что, друзья, мы сегодня с вами научились коннектить нашу оболочку, нашу нейронку с Яндекс.Диском, потом с векторной базой, научились все это интегрировать вместе для того, чтобы и держать актуальность этой базы, и спрашивать что-то по этой базе, и буквально за несколько секунд получать ответы. Это очень удобно. Это то, что можно делать и на N8N, как мы с вами делали чуть ли не год назад. Можно найти это видео на этом канале. А с вас сейчас лайк, подписка, коммент, и до встречи в следующий раз.